Сегодня у меня в гостях Кирилл. Кирилл является выпускником программы Flex, о которой я уже упоминала. Если вы не в курсе, о чем я говорю, то советую пройти по ссылке выше, где я рассказываю больше о сути этой программы. И Кирилл особенно мне интересен тем, что он является совсем недавним выпускником этой программы. Ты ездил в Штаты, поехал в Штаты в 2018 году. Да. Проходил отборочный тур Flex ты в Мелитополе. Да, Запорожская область. Сколько у вас финалистов оказалось В году. Ну вот в тот год, когда ты Да. уезжал, сколько у вас было финалистов? Практически 250 человек. За Украину или За Украину. За Украину. Да, Из Мелитополя? Ага. 6 или 7. 6 Где-то так. Твои первые впечатления были, когда ты приземлился в штат Мэйн, да? Тебя там встречала твоя приемная семья в аэропорту? Меня там встречала моя постмама прямо под эскалатором. И это было для меня очень удивительно, что у нее вообще, кроме верхней части тела, остальная часть тела тоже есть, потому что мы с ней общались по видеосвязи. Я привык ее видеть только голову, плечи, и вот бац, у нее остальная часть туловища тоже присутствует. Ну, я не знаю, почему-то у меня такая мысль пробежала в голове. Конечно, она очень странная, когда я другим рассказывал, они просто так удивлялись. Это очевидно, но для меня они были чем-то, не знаю, инопланетным, грубо говоря. Потом приехал также мой хостотец, и вместе мы уже отправились в хост-дом, да, если так можно сказать. То есть я был переполнен эмоций, постоянно улыбался. Ну, как бы я запомнил с годов, что как бы улыбаться тоже нужно. Я и так, в принципе, не особо грустил или строил кислое лицо В обычной жизни? Да, в обычной жизни. Но там меня просто распирало изнутри такого счастья, что я нахожусь, во-первых, в Америке, что для меня было немножко странно. Конечно, мы уже провели ночь в Вашингтоне на тот момент, но все равно это было как будто совершенно другое место. И, честно говоря, я не мог поверить в то, что происходит. Первый, мне кажется, день-два. А что для тебя было разительно новое, или вот что бросалось в глаза, в уши, в нос? Запахи были совершенно другие. Я не знаю почему, но почему я вообще обратил на это внимание, но мне показалось, что запах Америки, он немножко отличается от запаха Украины. И кроме того, запах даже моего хостдома, он настолько меня как бы вначале удивил, настолько же меня удивила реакция родителей, что я пахну по-другому, когда я вернулся обратно в Украину. И я подумал, интересно. Таки да. А я уже этого не замечал, я уже привык. Ловил ли ты где-то здесь, в Украине, запах, когда ты понимал, вот оно как в Америке? Когда я достал, мне кажется, в прошлом году зимнюю одежду, которую я вот только достав из чемодана, просто положил на полку. Когда я ее достал для того, чтобы надевать, я почувствовал, что она еще постирана тем стиральным порошком, который мы использовали в Америке. И я, такие воспоминания. Я как-то общалась с американкой, точнее встретилась с американкой в Словении. И я помню, что когда мы с ней приблизились друг к другу, вот меня тоже поразило, я выразила прям ей свое там восхищение или изумление, какие у нее американские духи. И вот действительно, как ты сказала, да, smell creates memories, то есть моментально флешбэк какой-то пошел от ее духов к моим переживаниям, каким-то событиям, которые проходили со мной в Америке. То есть действительно есть определенная специфика не только в антураже, но и в запахе. Я абсолютно согласна, да, но как-то остается внутри особенной памятью. Какая была семья в том плане? Среднестатистическая американская семья, может быть, у нее были особенности, дом на что был похож? Мне кажется, что очень американская семья, ну, если не брать во внимание то, что мы старались питаться как-то по-здоровому. Экспириенс был просто невероятный. Я помню, как с улыбкой они меня встретили тогда в аэропорту, и как с улыбкой они же меня провожали. И в этом промежутке не было моментов, когда они злились на меня или пытались меня как-то обидеть. Все было настолько классно, уютно и приятно, что я даже, мне кажется, не заметил, как пролетел этот год. Ты приехал перед началом школы? Я приехал, мне кажется, за неделю или за 4 дня. 4 дня до начала школьного года.
Это был конец августа, и мне кажется, эти вот 4 дня прошли просто неимоверно насыщенно, да. Мы поехали на речку. Мой отец владелец kayak rentals, сдавал каяки в аренду, и у него, понятное дело, полно их. Мы сели на каяки и начали сплавляться по реке. Это было очень круто. То есть такие невероятные ощущения. Первый раз вообще это делал. Насколько ты легко, скажем, приспособился к реалиям школьной жизни в Америке? Я почему спрашиваю? Последние года – это года такого бума развития социальных сетей, да, медиапространства. И, по сути, кроме, скажем, американских фильмов, у нас есть в доступе Facebook, Instagram, возможно, еще какие-то сети, которые более реально показывают, да, жизнь Америки. И ты, возможно, был уже на тот момент в курсе каких-то реалий, что тебе можно будет выбрать предметы, что они достаточно отличаются от того набора предметов, которые у нас в Украине используются. И, там, скажем, знал ли ты про локеры, как ими пользоваться, знал ли ты, что у тебя будет классный час в начале учебного дня в homeroom, где, не знаю, что там вам могли рассказывать, как-то вас мотивировать и потом идти на занятия. То есть, насколько ты был осведомлен, и вот, соответственно, легко ли тебе было влиться вот в эти реалии? Я не знал ничего практически до ПДО. Потом, конечно, на ПДО нам дали огромный пласт знаний, которые, я думаю, что совершенно все пригодились мне на протяжении этого года. Кроме того, как было сказано, фильмы и сериалы какие-то. Помогал ли тебе тогда кто-то адаптироваться к этой реалии школьной? Мама, поскольку она работала учителем, поскольку она не работает сейчас учителем в школе, я мог к ней заходить после класса, если у меня были какие-то вопросы или переживания, поделиться чем-то интересным. Я, в принципе, так и делал, но я заходил после учебного дня, и мы с ней обговаривали, что произошло, что было интересного сегодня, и мне всегда хотелось поделиться тем, что сегодня было. Вот сегодня такой классный урок по физике был, мы там запускали свинью на веревочке. То есть это было просто невероятно. И я рассказываю это с таким интересом, и думал, что ей тоже было интересно даже, что удивило. Предмет для тебя был самым интересным, а какой самым трудным из тех, которые ты выбирал? Мне кажется, неинтересных предметов у меня не было, потому что практически постоянно я приходил в восторг от того, что вот прошел такой классный урок. И я, честно говоря, не могу забыть. Мне кажется, физика, конечно, занимает вообще любые топы в моем американском экспириенсе, потому что лабораторные работы, которые в Украине делаются, используя только один набор приборов или инструментов. В Америке каждый, во-первых, имеет собственный набор или хотя бы делится на мелкие группы. Кроме того, эти эксперименты совершенно не похожи на то, что у нас проводили. Те лабораторные работы, которые мы проводили в Америке, задействуя компьютеры, задействуя датчики движения, задействуя программное обеспечение, которое помогало выстраивать графики, синусоиды, косинусоиды, и потом высчитывать, например, я уже не помню, честно говоря, вот опять же пример с свинкой на веревочке. У нас была такая свинья с крыльями, у которой к спине крепилась игрушечная, конечно. Игрушечная, я жду пояснения, что это за свинья, какие опыты над животными вы ставили. И это была не микробиология. И она включалась, и у нее двигались крылья. Мы подвешивали ее за спину к потолку, и пуская ее, она вращалась со сталой скоростью, то есть с постоянной скоростью. И используя камеру, засняв ее траекторию движения, мы потом загрузили эти данные на компьютер. После этого поставили точки на каждый фрейм, получается, фрейм того, как она двигалась. Отрезок, отрезок времени. И после этого у нас появился график ее движения, мы посчитали ее скорость. Ух ты!
Вот, у меня была такая же реакция. Почему мы не делаем этого мы делаем то же самое дома? Мы получаем задачу «дано», вот вам формула, и распишите. Совершенно верно. Или, например, брусок двигается по поверхности, что веселее, брусок или игрушечная курица с крыльями, свинка с крыльями, которую можно подвесить к потолку. Ну, мне кажется, вот это чит. Это у тебя футболка с весеннего уже, да, как бы с твоего курса бега? Да. Для меня вообще было удивление, что можно печатать название школы и маскот школы на футболках, на вообще любой одежде, которую вы покупать. И еще большим удивлением для меня было то, что я на самом деле буду получать через года после приобретения этих вещей такую, мне кажется, заряд энергии и волну воспоминаний, да, ностальгии какой-то о том, что я занимался спортом и вообще, в принципе, о том, что занимался спортом не просто отдельно, да, в одиночестве, но с очень классной командой, с командой людей, которые до сих пор со мной поддерживают контакт. И я, честно говоря, не могу сдержать вот этих вот переполняющих эмоций, радости от того, что вспоминаю о том, как мы проводили время и во время тренировок, и просто во время забегов уже на соревнованиях, и просто пробежек, которые длились там час-полтора в свободное время на выходных. То есть это что-то очень необычное для меня. Windham — это название Windham школы. High School. Windham. И вашим символом был это орел или это какая-то разновидность? Это просто орел. Track and Field — это название самого вида спорта, который у нас можно было проводить и зимой, поскольку был манеж в университете Южного Мэна, и весной, конечно же, потому что был стадион возле школы, на котором также была сделана такая надпись Windham, и орел тоже был нарисован. Я знаю, что во многих случаях с другой стороны пишется фамилия. Да, у меня на куртке, в которой сегодня пришел, тоже написано фамилия. Да, то есть они, ты когда сказал, что я вот участвовала в спорте, можно сказать, что вот подобной одеждой твое участие как-то подтверждается и показывается достижение, да, что ты был признан в этом виде спорта. Очень классно. А эта кепка с просто названием нашей школы, вот здесь WHS, и тоже название нашего символа. Я, кстати, в Walmart. Я был очень удивлен в нашем городе. Да, круто. Это было вообще, в принципе, мое первое приобретение в Америке. А вот, кстати, в контексте покупок, было ли для тебя тоже в новинку, что та сумма, та стоимость товара, которую ты видишь на полке, не соответствует той сумме, которую тебя запрашивает кассир на кассе? Я знал об этом и с передач о путешествиях, и плюс еще в ПДО нам также, на ПДО нам тоже об этом рассказывали, не промолчали об этом, чтобы не поставить нас в неудобную ситуацию. Я просто вначале задал вопрос по поводу этих налогов, которые не включаются в цену, и мне сказали, что в принципе все, что ты сам будешь покупать, оно уже имеет в цене налог. То есть в штате Мэн там, поскольку Штаты, они в принципе могут сами решать, что они делают с большинством вещей, связанных с устройством, да. Мне мои устроители рассказали просто, что не облагаются налогом, не пишутся в цене количество налога. Это продукты питания, которыми они меня обеспечивали. Да, и, если не ошибаюсь, напитки. То есть то, что я сам бы не покупал, они мне сказали, что не переживай, это проблема. Вот одежда, которая будет там, уже все написано. То есть проблемы с этим. Потому что я помню, что тоже, может, моя первая покупка, я покупала шампунь, и я посмотрела на цену, говорю, я там $3, я ждала $3, и мне говорят на кассе 4. Я так готова была сказать, что это вы меня дурите. И потом уже поняла, что это не меня, а это я от своего невежества не подключила. Тяжело, конечно, было осознавать, что ты отдаешь больше, чем там написано.
Просто потому что нужно платить налоги, даже нам. Да. Было ли что-то, кроме спорта, в чем ты участвовал во время школы, что вот оставило тоже какой-то трогательный след в твоей памяти? Это была Science Olympiad, если, грубо говоря, перевести научная олимпиада, то в чем я участвовал, в принципе, и до Америки очень часто. Однако снова на новый уровень для меня перенесла вся концепция олимпиады по какому-то предмету, потому что я взял себе астрономию и forensics, то есть, получается, криминалистику. В принципе, не зная, честно говоря, точного перевода этого слова. На тот момент? На тот момент, потому что я не знал вообще, о чем идет речь. Я пришел, мне дали анкету. Так, Кирилл, выбирай, вот у тебя, в принципе, осталось немного вариантов, потому что я был один из последних. Такой, так, астрономию я беру в любом случае. И, вот эту штуку, давайте ее. И по итогу это было, мне кажется, самое классное, чем я занимался в Америке. Forensics или астрономия? Forensics, потому что, в принципе, вот сам момент этого соревнования, который у нас был в университете Южного Мэна, в котором у нас до этого проводились соревнования по бегу, и там мы просто невероятно классно провели время до actual competition, и во время с моим напарником мы выделились на команды, то есть у меня был напарник, с которым мы изучали этот вопрос ровно 3 дня, потому что до этого я готовился к астрономии и говорил ему постоянно: ладно, не переживай, на следующий день мы точно начнем с тобой готовиться, все будет классно. И вот за 3 дня мы с ним перелопатили кучу материала, и на самом соревновании это было просто hysterical. Мы не знали, что делать точно, мы просто предполагали, смеялись, иногда даже дурачились, но при этом мы продолжали заниматься. Что вы делали? Должны были проанализировать фотографии стекол, которые которые были рядом с местом преступления, потому что там были то ли отверстия, то ли что, я уже не помню, но там вся идея в том, что те трещины, которые сделаны раньше, они не пересекают, они останавливают те трещины, которые будут сделаны позже. То есть, если стукнуть по стеклу раз, а потом стукнуть в другом месте еще раз, то старая трещина, она не будет давать новой пройти, потому что это физика, это, конечно, очевидно, но никогда об этом не думал. Еще мы анализировали волосы лошади, белки и что-то для летучей мыши, что-то такое. Какой-то такой зверек был интересный, необычный, которого мы вообще не знали, какая структура волос. Но это не похоже на Олимпиаду в нашем понимании. Совершенно нет. То есть это было действительно competition, или это больше были наглядные, увлекательные лабораторные работы, эксперименты? Это был competition однозначно, потому что мы были в одной комнате с другими участниками, имел напарника, и они как раз-таки были, мне кажется, очень сильно подготовлены. По крайней мере, они выглядели именно так. Это был один из тех случаев, когда казалось, что ты в каком-то комедийном шоу. У нас не было ни перчаток, ни защитных очков, ни халатов, которые вообще required для того, чтобы участвовать в... А вы должны были их подготовить сами? Да, но мы немножко с ним забыли. Но как мы готовились, мы, в принципе, точно так же и готовили эти предметы для участия в соревнованиях. Это было просто невероятно. В какой-то момент мне показалось, что пахнет горящей органикой. И просто я помню этот запах снова про запахи, я помню этот запах из стоматологических клиник, где, используя огурчик, зубы, они источают этот запах. Я говорю: пахнет горящими зубами. И он просто не сдержался, он начал смеяться вовсю. Говорит: Ukrainians know how burning teeth smell? Кто должен быть экспертом в forensic? Да, он просто взорвал. Потом это осталось такой фразой, которую время от времени, когда в разговоре мы повторяем, это просто всегда взрыв эмоций и смех, потому что в тот момент это было просто hysterical. А как тебе кажется, для чего подобные предметы могут служить школьнику? Мне кажется, это невиданно для украинского ученика пойти поучиться криминалистике
поизучать волосы, да, или там стекло. То есть это на самом деле очень прикладная история, но она специфическая. То есть для чего 15-летнему, 16-летнему школьнику может быть полезно участвовать в подобном действии? Мне кажется, что, во-первых, это расширяет кругозор, показывает особенности профессий, которые не все, о которых нам практически ничего не известно. По крайней мере, я до вот 17 лет не знал, что делают криминалисты, вот точно. Я знал, что они там где-то лазят, что-то там собирают, что-то там кидают, что-то делают, связанное с раскрытием преступления. Однако никогда я не мог представить себе, что именно они делают. Кроме того, что расширяют кругозор учеников, в принципе, в контексте профессий, которые они могут после школы получить, они еще дают возможность понять, интересна ли, в принципе, студенту такая профессия. Если у меня есть желание стать криминалистом, в 9 классе у меня оно появилось, я попробовал, да, нет, и потом я уже могу решать. Мне кажется, это очень круто, что есть такая возможность, в принципе, попробовать вот такая демо-версия работы. Ярмарка профессий, да? Да, вот, грубо говоря, только которая, в принципе, находится не вне школы, а включена в школьную программу, если, конечно, в Америке можно выделить такой концепт. Познакомила ли тебя твоя семья с отечественным в плане американским кинематографом более ранних лет, скажем, там, до 2000 года? То есть были ли для тебя какие-то фильмы открытием, культурным открытием? Да, однозначно. И фильмы, и мультипликационные фильмы тоже. Мы смотрели в рождественскую ночь фильм, это была не рождественская ночь, это был один из дней периода рождественских каникул. Кстати, недавно не слышал это слово, мне кажется, с уроков немецкого языка. И мы смотрели какой-то черно-белый фильм, я уже не вспомню название, но я уверен, что это что-то очень традиционное, и история о том, как мужчина попадает в альтернативное настоящее и понимает всю ценность своей семьи. It's a Wonderful Life. Да, совершенно верно. Удивительно, как я знаю название. И вот этот фильм, который был для меня, конечно, очень трудным для понимания, поскольку плохая запись, во-вторых, слова, которые были довольно-таки необычные для меня. В принципе, я понял плот, да, и мне этого хватило, но я был потрясен, что настолько старый фильм продолжают смотреть. У нас такого, мне кажется, и нет, если не брать во внимание более современные фильмы, потому что тот, если не ошибаюсь, был снят в середине, и если не раньше 20 века. У нас это, мне кажется, только 70-е, 80-е годы. Вот эти вот, да, только ценители. Мне кажется, да, современная молодежь скорее пренебрегает таким старым фондом кинематографии, потому что уже экшен подразумевает больше интерес. Да? А что было интересного в плане музыки? То есть были ли какие-то музыкальные композиции, которые, скажем, не вошли еще в наше пространство, которые для тебя были особенно... Какой, может быть, стиль музыки ты для себя открыл? Мне кажется, по поводу стилей, открытия новых стилей не было такого. Ты был в курсе там кантри-музыки, например, да? Да, я, мне кажется, даже был заинтересован в кантри-музыке задолго до того, как я поехал в Америку, потому что мне интересна, в принципе, была музыка. И благодаря интересу в блюзе я как-то так наткнулся на кантри и тоже прослушал, я не могу сказать достаточно, чтобы понять, что такое кантри в принципе, потому что, конечно, бывают такие моменты, когда не ясно, что это кантри или рок, или это вообще что-то иное, но я знал, что такое кантри, тоже Cotton Eye Joe, гудел вовсю во времена, мне кажется, моего детства. И в Америке, конечно, песни, которая меня просто стала
можно сказать так, саундтреком моего американского года это Country Roads. Автора, честно говоря, не вспомнил, но песня о Западной Вирджинии и о том, как там прекрасно, невероятно, и в принципе это, если не ошибаюсь, тоже является чем-то такой очень культовой песней для Западной Вирджинии, но наша команда по бегу пела эту песню каждый раз, когда мы ехали на соревнования. В автобусе, да? Да, в автобусе. И поэтому для меня это было что-то такое связанное с бегом. Кроме того, мы пели ее, когда бегали, так же, как и песню Bon Jovi Living on a Prayer. Да. Oh, we halfway there. Когда мы уже пробежали половину нашего маршрута, мы спели и побежали дальше. Ну, то есть, вот, мне кажется, вот эти вот две песни, они стали такими открытием, во-первых, и, во-вторых, чем-то таким особенным для меня в плане музыки. Могу переслушать их вообще до дыр, если, конечно, можно сказать такое о оцифрованной музыке. Насколько я поняла, да, ты очень был вовлечен в бег, но вот на tryouts в начале школьного года был ли у тебя соблазн попробовать American football? Нет, потому что я был предупрежден моим отцом о том, что если я попробую играть в американский футбол, меня просто поломают. И я говорю: Кирилл, пожалуйста, я тебя прошу, не надо заниматься американским футболом, потому что ты у нас такой, как он меня называл тогда, олененок, то есть на длинных ногах, но при этом еще очень худощавый. Смог ли ты прочувствовать эту культуру привязанности к американскому футболу, эту любовь американцев к американскому Безусловно, футболу? у меня просто во время сезона, то есть, если не ошибаюсь, это начало осени, до Thanksgiving включительно, ну, чуть-чуть дальше, может быть, честно говоря, точно не скажу, но да, каждую субботу эти матчи, и моя постмама кричащая на телевизор, что «Oh no, what is he doing?» Это была классика, и я уже понимал, когда она восклицала или кричала, или прям «Oh!» на весь дом, и я прибегаю в комнату, спрашиваю, что случилось? Она такая: «Oh, we're just watching football». Сложно представить, мне кажется, женщину-украинку, которая смотрит футбол. Будь то обычный, будь то американский футбол. Нет, ну, у меня лично есть примеры моей тети, и одноклассница моя очень увлекалась футболом, что для меня было, конечно, открытием. Она прямо так яро болеет за Шахтер. Хорошо, молодцы. Да. Как-то стереотипы разбивают. Да. Пусть таким будет. Насколько необычным для тебя был опыт празднования Thanksgiving, Дня Благодарения, которого нету в нашей украинской традиции? Это было довольно-таки необычно для меня, во-первых, потому что у меня было два праздника, 2 Дня Благодарения. Первый с семьей моего хост-отца, а второй с семьей моей хост-мамы. И когда получилось, что они были настолько разные, в то же время очень похожие друг на друга, в принципе, концепцией, вообще планировкой того, как все проводится. Я для себя понял, что у нас, возможно, Новый год празднуется в разных семьях немножко по-разному. Может быть, даже довольно большая разница может быть. Я привел Новый год как пример такого большого праздника у нас, по крайней мере, в нашей семье. Но у них все по распорядку более четкому, и от которого, в принципе, мне кажется, отступлений не может быть. По крайней мере, мне так кажется из того опыта, который у меня был. Обязательно вначале хорошенько поесть, потом поговорить и сесть, посидеть на диване, посмотреть док-шоу, что для меня было вообще что-то дикое. Зачем смотреть на этих скучных собак, если можно посмотреть какой-то фильм или что-то еще. В семье моего хост-отца мы поехали у них есть коттедж загородный, который, в принципе, выглядел как такая обветшалая бабушкина дача, и там было довольно-таки прохладно, и для меня было все так по-новому, потому что вот именно эту часть семьи я практически совсем не знал. Я совсем не знал. Я с ними знакомился, и меня сразу предупредили, что они настроены они республиканцы по своей натуре, и вот девочки из Турции, которая была до меня в моей семье,
которая была мусульманкой, и задавали довольно много таких Компрометирующих некорректных вопросов, некорректных в плане вопросов для девочки, которой 17 лет, которая ничего не может сделать с традицией, которая уже устоялась веками в мусульманской культуре. Однако мне таких вопросов не поступало. Мне кажется, то ли они запомнили, что произошло в прошлом году, то ли просто потому, что я имел такие же корни, как и друг их семьи, который эмигрировал в Соединенные Штаты, если не ошибаюсь, вот в начале 20 века, вот эти вот 20-е годы, и они мне рассказывали эти истории про него, про то, как он был хороший человек. То есть они проецировали его образ, можно сказать, на себя, как на человека той же расы, той же национальности, той же этнической группы. И вот это было настолько необычно для меня, настолько волнительно, потому что я не знал, куда я попаду. Также это было вот прям по-американски. Мне кажется, часть семьи моего хост-отца, она еще более американская, чем часть семьи моей хост-мамы, потому что у них более традиционные взгляды вообще на мир, на проведение того же Дня Благодарения. Вот прям по-американскому совершенно, особенно по-мэновски, я бы даже мог сказать. Эти вот башмаки в Мэне были сделаны бренд LL Bean. У них они высокие, высокая подошва резиновая, и они типа охотничьи. Как бы вроде как их нужно носить на охоте, но их носят все. Традиционным является ношение фланели вот таких рубашек в клеточку, которых у меня тоже довольно-таки много. И вот там вот просто джинсы, вот эти вот башмаки LL Bean и фланелевая рубашка у всех. Все мужчины в кепках, хотя некоторые женщины только вот это прямо практически все были одинаковые. Типичный аутфит, of main citizen. И необычно было то, что все берут себе на тарелку, идя по кругу, останавливаясь у каждого блюда отдельно, и не раздается все со стола, как у нас принято. То есть как бы никто не вставляет на стол огромный, где все сидят, блюда, и каждый берет себе. Это происходит как-то по-другому, мне кажется, вот в такой столовской системе, грубо говоря. Потом все садятся за стол, в котором там что-то аккуратненько лежит, там какие-то индейчики, какие-то пилигримчики стоят. Для декорации, по большей части, да? То есть для меня это тоже интересно. Что тебе дал Flex для уже дальнейшей жизни по прибытию в Украину? Flex мне дал очень много. По крайней мере, на данный момент я так считаю, поскольку еще не так много времени прошло после Flex, и мне очень, кстати, интересно, что будет дальше. Я прямо не могу дождаться, когда уже что-то, новый виток такой произойдет, когда я что-то новое найду или что-то новое попробую. После Flex я стал представителем города, то есть City Representative, Melitopol and Zaporizhzhia region, и в мои обязанности входила волонтерская деятельность и создание проектов в Запорожской области и в Мелитополе конкретно, которые помогали бы развитию комьюнити, то есть моего города. И мне это очень понравилось. Нам нужно было раз в месяц минимум проводить какой-то проект, и финансы покрывались флексом. То есть все расходы на проект покрывались программой. Я в прошлом году уже жил в Киеве, поскольку учился в университете, и мне было не совсем удобно приезжать в Мелитополь каждый раз. Однако мне покрывали все вот эти вот расходы на дорогу, и я совершенно не стеснял себя в материалах для проекта тоже. То есть это было что-то такое необычное для меня, что я могу вносить какие-то инициативы, причем еще бесплатно, без ущерба материального для себя, и менять как-то свой город к лучшему. Что интересного, какой-то один проект, который вы реализовали за время твоего сити-рэпства? Сити-рэпства, да. Мы тоже как-то так интересно. Турецкий клуб, потому что его у меня было несколько, скажем так, editions. Раз я проводил один и тот же проект только для разных классов в своей школе. И
поскольку я учу турецкий язык, мне было интересно поделиться своими совершенно новыми для меня впечатлениями о культуре Востока, культуре Турции и языке в частности. Как концепция, да, строения языка? Да, и я не мог сдержать себя, спросил у моего координатора, могу ли я провести такую проект. Он сказал, конечно, можешь, вперед, давай, проводи. И рассказывал о турецких традициях, турецкой культуре студентам, ученикам моей гимназии, что для них было, конечно, удивительно, потому что особого внимания вот восточной культуре у нас ни на уроках истории, к сожалению. Такого урока, как культурология, у нас нет, поскольку это все микс литературы, таких social sciences в нашем случае. Не придается никакого значения практически. Я не знал очень много вещей, а мне кажется, если бы я еще не интересовался, в принципе, историей вне школы, я бы не знал вообще ничего, когда нам рассказывали об этом в университете. И очень хотелось поделиться вот этими знаниями, которые, возможно, станут для кого-то решающими, возможно, при выборе профессии, возможно, при выборе каких-то... И надеюсь, что я справился с этой задачей, как-то им привнес в эти юные, на тот момент еще головы, что-то о культуре Востока, что-то о культуре Турции. Отлично, да. Не всегда какие-то банальные, да, проекты могут быть успешные или даже, то есть можно реализовать действительно то, чем ты горишь, то, чем ты увлекаешься, оно будет иметь определенный резонанс в том обществе, в котором ты находишься. Очень классно. Были ли какие-то скиллы, которые ты усовершенствовал за время пребывания в Штатах, их смог реализовать и продолжать реализовывать здесь уже в Украине? Однозначно problem solving. Вы любите top hat, talk, obey, participate, help, affection, trust. Вот это вот нам дали такой акростих, возможно, ну как вот эту вот песенку, которая должна была нам напоминать о том, как мы можем решать проблемы в Соединенных Штатах, если они у нас появятся, и как мы должны их, наверное, избегать, что мы должны делать для того, чтобы построить с людьми хорошие отношения. И вот, мне кажется, вот после того, как нам дали вот эту вот саму концепцию, возможно, дали название тем вещам, которые мы уже до этого делали, когда социализировались в детском садике, школе, каких-то кружках. Оно и правда помогло понять, что я могу сделать для того, чтобы улучшить свое место, ну или как, в принципе, найти место в коллективе. Как деталька для мотора, да? Да. Добавилось, то мотор заработал уже полностью. Еще быстрее. И, конечно, говорить о проблемах, когда они есть, это был очень важный урок, который дал мне не только ПДУ, но и год в Америке в целом. Если что-то происходит не так, надо об этом говорить, и тогда будет вообще возможность избежать вот этого вот несогласования каких-то интересов. И мне кажется, это что-то такое, что я раньше не брал во внимание, и только вот после ПДО заметил, и сейчас пользуюсь очень. Отлично. Класс. Спасибо тебе большое, Кирилл, за время, которое мы провели вместе, за погружение в эти воспоминания. Спасибо вам за внимание. Можете делиться впечатлениями и какими-то вопросами. Возможно, какие-то вопросы вы бы хотели задать выпускникам Флекса. Пишите об этом в комментариях. И ждите новых выпусков, а для этого подписывайтесь и нажимайте колокольчик. До новых встреч. Пока.